Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно по традиции мы начинаем с вами видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня на календаре у нас 28 марта, киевское время, 19 часов. Опять хочу начать со своего любимого выражения «не дождетесь». Ночь была неспокойная, была атака шахедами. И довольно большое количество шахедов было выпущено. Но в этот раз, видите, как мы быстро уже научились учиться. Объясню сейчас, о чем речь. За прошедшие сутки противник нанес 24 авиационных удара и 12 ракетных ударов. Совершил 55 обстрелов реактивных систем залпового огня. В ходе ракетных ударов использовались в том числе и беспилотники типа Шахед-131, 136. Они аналоговые между собой. Было запущено 15 беспилотников, из них 14 было сбито. Если вы помните, результат предыдущего сбития составлял где-то порядка 50, но с натягом 60%. Довольно большое количество беспилотников, это там больше 5, достигли своей цели. Но существенного ущерба не нанесли. И это стало возможным только благодаря тому, что российское командование перепрограммировало или переложило, я бы так правильно сказал, переложило или перепрограммировало маршруты движения этих беспилотников. И они заходили с разных направлений по разным маршрутам. Поэтому в этот раз наши воздушные силы сориентировались и уже были готовы. Из 15 выпущенных беспилотников сбито 14. 12 из них двигались в направлении Киева. То есть нашу столицу ожидал довольно такой, я бы сказал, существенный групповой удар. Это не массированный, но групповой удар беспилотников типа Шахед, иранских беспилотников типа Шахед-136. Но мы переориентировались и, в принципе, позбивали в основном все, что летело в направлении. Сразу отвечу, там были по поводу того, что летели с северо-запада и что высказывали предположение о том, что возможно, были пущены с территории Республики Беларусь. Но на сегодняшний день подтверждений официальных нету. Кстати, нету подтверждения и со стороны белорусских партизан. Тот же белорусский ГАЮН ничего не говорит про ракетные атаки. Они обычно не молчат в этом случае. И я хочу напомнить, что беспилотники очень хорошо программируются. Есть даже случаи, когда беспилотник где кружит над целью перед тем, как по ней ударить. То есть так закладывается программа, чтобы он сделал круг, или зашел с другого направления, или зашел с другой стороны. Вот в этом плане, чем непредсказуемы беспилотники и крылатые ракеты, тем, что можно заложить в программу или маршрут полета, можно заложить различный маршрут, который дает возможность скрыть на настоящий маршрут и зайти с самой неожиданной стороны для систем противовоздушной обороны. Что и скорее всего и произошло этой ночью в Киеве. И в основном в Киевской области. Так что не дождетесь. Мы отбили очередную атаку и готовы, я так понимаю, наши воздушные силы готовы отбивать все последующие атаки. Плюс подходят же комплексы ПВО на подходе. И наша система противовоздушной и противоракетной обороны, она увеличивает плотность средств. И, соответственно, она увеличивает свои огневые возможности. Что мы и будем с вами наблюдать в перспективе, если российское командование продолжит, к сожалению, думаю, что продолжит они применять любые средства для того, чтобы нанести нам ущерб. Кстати, такая концентрация шахедов по Киеву, иранских шахедов по Киеву, я думаю, что связана именно больше даже с политической ситуацией, потому что Российской Федерации крайне нужна
передышка крайний. И они понимают, что у них они свои 300 тысяч мобилизованных уже размотали по всей линии фронта. И плотность войск на всей линии фронта начинает постепенно снижаться, что может привести к истощению войск на каких-то определенных оперативных направлениях. То, что они сейчас там объявили мобилизацию, ну как бы не объявили, а начали без оглашения второй волны, начали эту вторую волну, она уже не спасает. Она приходит намного позже, ну теоретически она может появиться в рядах вооруженных сил России намного позже, чем мы будем готовы к проведению контрнаступательных действий. Как они пройдут сейчас, трудно сказать, потому что мы не знаем, что у нас будет израсходовано до формирования контрнаступательной группировки, что у нас будет включено в контрнаступательную группировку, в каком состоянии будет противник, это очень немаловажно. Вот. И от этого будет, и вот эта совокупность факторов будет влиять на вероятность или на величину успеха нашего контрнаступления. Но опять же опускаемся на землю грешную и возвращаемся к боевым действиям. Наша огненная дуга продолжает гореть от Лиманского до Марьинского направления. Немножко уменьшилось. Видите, Купенск мы опускаем, там ситуация стабилизировалась. И несмотря на продолжающиеся атаки, они становятся слабее. Вот, но никакого успеха у противника там нету. Поэтому остается Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. Итак, на этих направлениях силы обороны за прошедшие сутки отбили 62 атаки противника. На Волынском, Полесском направлении все без изменений. О ядерном оружии республики точнее на территории Республики Беларусь мы еще поговорим с вами сегодня. Ну а в военном отношении мы продолжаем укрепление границы, оборудование в инженерном отношении как оборонительного рубежа. Я напомню, что мы там строим забор с колючей проволокой, с минными полями, противотанковыми средствами и так далее и тому подобное. Противотанковыми рвами. И постоянно проводим учения наших войск вдоль государственной границы. На Северском и Слобожанском направлениях, к сожалению, обстрелы нашей территории продолжаются. Есть, да, тенденция к тому, что в Сумской области обстрелы увеличиваются, их огневая мощь возрастает, и Россия начинает периодически применять авиацию. Я думаю, это связано с двумя факторами. Первый фактор, Сумская область — это кратчайший путь на Киев с территории Российской Федерации. Вот. Самое ближнее расстояние, поэтому они как бы создают иллюзию того, что они пытаются подготовить почву для якобы наступления, хотя при этом наступательные группировки не формируют. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я так понимаю, что авиацию они применяют из-за того, что с артиллерией тоже есть проблемы. И количество боеприпасов, выделяемых для артиллерии, оно уже ограничено. С ракеты к самолетам пока что есть класса воздух-земля, поэтому им дешевле. Не смотрите на то, что самолет намного дороже. Для России российское командование не считает в этом плане как бы затраты. Они идут чисто по физическим факторам. Есть боеприпасы — стреляем, нет боеприпасов — не стреляем. Вот, поэтому есть ракеты, будут пускать. Я думаю, что именно вот эти два фактора. Ну и Сумы как плацдарм или оперативное направление для наступления на Киев. Вот именно поэтому, на мой взгляд, Сумской области достается больше всех. Хотя и Харьковская тоже получает довольно большое огневое воздействие со стороны российских войск. Далее, Купинское и Лиманское направление. Здесь ситуация без изменений. Все наступательные действия противника были безуспешными и не имели никакого успеха. Противник понес потери и остался на своих исходных рубежах.
Бахмут. Бахмутское направление. Здесь ситуация очень тяжелая, но наблюдается позитивная тенденция к снижению интенсивности. Уменьшается количество атак, уменьшается количество наступающих. Если раньше наступления были в составе роты, там до 100 человек могло быть в атаке, потом постепенно атаки снизились до взвода, то есть до 30 где-то человек, 20-30. Сейчас они пытаются атаковать наши позиции мелкими группами. И это больше выглядит как прощупывание нашей обороны. Вот они атакуют вплоть до того, что отдельную позицию, отдельный какой-то маленький участок, небольшими группами, 5-10 человек. Мы это уже проходили, они опять возвращаются к этой старой тактике. Это, кстати, говорит о том, что либо они берут паузу на перегруппировку и подтягивание резервов, либо их резервы истощились и подтягивать пока некого. Я говорил вам, что ситуация настолько сложная и пагубная для российских войск, что они не могут сегодня, они так подняли градус конфронтации на поле боя, что они не могут перебрасывать большое количество резерва войск с одного направления на другое, потому что мы тут же воспользуемся, мы держим этот темп. Понимаете, мы держим этот уровень на конфронтации, и если они чуть-чуть снимут войск, ослабят натиск, то мы автоматически можем начать движение, контратакуя слабеющего противника. Вот поэтому у них вот такая вот, именно в Бахмуте у них наступает пауза. Кстати, там кто-то написал в комментарии, я прочитал, что типа говорили, что все в Бахмуте ослабевает, а потом сказали, что вроде дивизия наступает с юга. Так вот, рекомендую еще раз внимательно прослушать. Я сказал, что до 10 тысяч человек может быть сосредоточено на южном фланге Авдеевского направления. Именно города Авдеевки. Там они, судя по концентрации российских войск, там больше 5 полков, которые пытаются атаковать южный фланг Авдеевки. Не путайте Бахмут и Авдеев. На Бахмуте они действительно снижают интенсивность именно за счет численности атакующих войск. Что говорит, я уже сказал, либо об истощении резервов, либо о том, что они берут некую паузу для перегруппировки войск. Так что здесь, в самом Бахмуте, бои идут за центр города. В городе 3 направления остаются самыми критичными. Это северное, восточное и южное. И именно за центр города идут уже бои. Что касается выступов северного и южного над Бахмутом, то южный выступ более-менее стабильный. Там мы сдерживаем оборону. А вот на северном выступе противник ведет интенсивные бои. Но успеха не имеет. Но атаки там наиболее интенсивные. Вот центр города, надо вот 2 точки. Центр города и северо-западный фланг, точнее северный фланг, западнее уже Бахмута. Там идут самые интенсивные, самые ожесточенные бои. Авдеевское и Марьинское направление. Здесь, к сожалению, противник на Авдеевском направлении имеет частичный успех в Первомайском. Незначительно продвинулись вперед. Идут ожесточенные бои за населенный пункт Каменка. И враг продолжает активно давить в этом направлении. Вот направление именно Каменки. Видите, там, где они имеют частичный успех, хотя бы на 100-200 метров, если они продвинулись вперед, все, они туда бросают дополнительный личный состав и продолжают давление. Пока что ни о каких там массированных атаках с тяжелой бронетехникой речь не идет, я вам говорил, и погодные условия не позволяют россиянам использовать большое количество. Но тем не менее, мы будем сегодня об этом говорить, мы наносим там довольно значительное поражение именно в плане потерь в технике и личном составе, для того, чтобы максимально ослабить их воздействие на наши позиции.
Кстати, в Марьинке продолжаются бои тоже. Там ситуация без изменений. Идут очень ожесточенные бои именно за сам населенный пункт. Хотя я уже говорил еще вчера, что он фактически Марьинка превращена в лунный ландшафт. Там каменное поле, там нету практически никаких строений. Российские оккупационные войска сносят любые строения для того, чтобы мы не могли удерживать или занимать там оборону. На Авдеевском направлении Новокалиново и Ласточкино и Первомайская. Вот здесь противник применил аэрозольные гранаты со слезоточивым газом, так называемые вот эти К-51. Она не летального исхода, но слезоточивый газ используется спецслужбами для разгона демонстрантов, эти гранаты. Вот, и они применили, сбрасывая их с беспилотников. То есть они не гнушаются никакими методами и способами ведения войны для того, чтобы добиться хоть какого-нибудь успеха. Кстати, опять там засветилась очередная дата. Военные клянутся, что за 2 недели они возьмут Марьинку и Бахмут. Я имею в виду российский генеральный штаб. Перед Кремлем там пытается рапортовать, или точнее обещать в очередной раз. Вот, но если по Бахмуту там ситуация очень серьезная и действительно город находится в полуокружении, то с Авдеевкой, я думаю, что рискну предположить, что Генеральный штаб Российской Федерации сильно погорячился. В Авдеевке есть участки, где мы еще стоим на рубеже 23 февраля 2022 года. Так что это очень хорошо укрепленный населенный пункт. И тут я не знаю, какие надо усилия применить российским войскам для того, чтобы попытаться его взять. Тем более, что, видите, они даже в лоб не собираются атаковать. Они сразу пошли во фланговые обходы с севера и с юга населенного пункта Авдеевка. Так что вот такая там обстановка. Далее у нас запорожское направление. Здесь ситуация тоже без изменений. Вообще мы находимся в таком, я бы сказал, довольно тяжелом и затяжном, очень плохо, что затяжном периоде позиционной войны. Да, есть активное давление со стороны противника на отдельных оперативных направлениях, но за счет наших усилий в обороне мы не даем возможности противнику развивать это наступление. И таким образом фактически война идет позиционная. Обороняются рубежи, да, иногда приходится какие-то рубежи оставлять для того, чтобы либо выровнять фронт, либо сберечь личный состав и наши войска для дальнейшей обороны. Вот такая вот ситуация. Поэтому на запорожском направлении там активных действий никаких не ведется. Идут позиционные бои, перестрелки, как и стрелкового оружия, так и артиллерийские дуэли. И ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильной и контролируемой с нашей стороны. Херсонское направление то же самое, здесь без изменений, продолжаются артиллерийские дуэли. Единственное, что на юге Херсонской области мы проводим, будем так говорить, проводим стабилизационные мероприятия, я это так назову, по предотвращению развертывания российской артиллерии на позициях для обстрела правого берега реки Днепр. Вот так бы я сформулировал, что там идут стабилизационные мероприятия. Что они собой представляют и как они проводятся, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оставляет это дело за кулисой, и мы с вами можем только строить догадки и предполагать. Тем не менее, судя по количеству обстрелов, точнее не по количеству, а по качеству этих обстрелов, качество со стороны российских войск резко ухудшилось. Вот. Так что я так понимаю, что эти стабилизационные мероприятия со стороны Генштаба имеют довольно неплохой эффект и соответственно, неплохой успех. Далее, российские
российские военные продолжают терроризировать местное население и продолжают заставлять проходить местную регистрацию. То есть они сейчас усиленно пытаются вводить документооборот и правоустанавливающие законы Российской Федерации на оккупированных территориях. И, соответственно, таким образом подвергает население геноциду в плане принуждения прохождения регистрации там, в местных, как они их называют, там, созданных каких-то органах местного самоуправления, получать российские паспорта и так далее и тому подобное. Вот. Но мы продолжаем наносить поражение, мы продолжаем готовить готовить почву для контрнаступления, и, соответственно, наши силы обороны Украины собирают ежесуточный урожай по уничтожению противника или захватчиков на наших территориях. А именно, вот урожай, который собрали силы обороны за прошедшие сутки, состоит в следующем. 570 оккупантов было уничтожено, враг потерял 7 танков, враг потерял 13 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 9 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Вот такой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. Ну, в общем, вот такая вот ситуация. В акватории Черного моря есть группа кораблей, но носителей ракет «Калибр» на данный момент в акватории Черного моря не наблюдается. Кстати, обратите внимание, что уже третья атака шахедами проходит без применения ракет «Калибр» морского базирования. Это еще раз подтверждает, что все-таки в Джанкое все было не зря. Успех достиг. То, что детонировало и было повреждено в Джанкое, сегодня, скорее всего, уже непригодно, непридатно к применению и не летит нам с вами на головы. Так что Черноморский флот, во всяком случае тот, который заряжался видимо, запас ракет, который мы накрыли в Джанкое, видимо, это все, что, ну вот помните, да, наша разведка говорила, что они там до 40 ракет в месяц могут выпустить. Вот, видимо, партия этих ракет шла в Севастополь для того, чтобы зарядить на 1-2 залпа, зарядить носители ракет «Калибр». Но мы вовремя среагировали, так что все идет по плану. Вот мы можем теперь сказать, что все идет по плану. Уничтожение противника на нашей территории. Ну что ж, на этом как бы военные новости мы закончим. Это то, что все произошло за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. И немножко поговорим о военно-политических новостях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Хочу начать вот на примере очередного фейка. Российские вот информационно-психологические спецоперации распространили очередной фейк. Сейчас объясню, в чем суть. Там, видели, да, где якобы едет женщина в машине с ребенком, их останавливает военный автомобиль с украинским флагом, опознавательные знаки вооруженных сил Украины, подходят, начинают грубить женщине, и потом за то, что она якобы говорит на русском языке, они стреляют в машину. Вот. Ну, тут миллион проколов. Началось с того, что разведсообщества, которые занимаются анализом открытой информации и исследованием типа ОСИНТ, определили точную локацию, где велась съемка этой постановочного фильма. Во-первых, началось с того, что за что ее остановили? Якобы за то, что она обогнала военную колонну. При этом мы с вами на видео не видим военной колонны. Дорога вообще пустая, никаких машин, ничего нету, вдруг ее обгоняют.
и останавливают, и, значит, выходят люди с автоматами в украинской форме и так далее. Не было никакой военной колонны, которую она обогнала. По идее, у нее стоит регистратор на машине, который якобы это все, который это все снимает. Колонна должна была быть зафиксирована на этом регистраторе, и ее надо было бы показать. Но ее нет, этой колонны. Это раз. Второе, регистраторы сейчас запрещены в военном положении. Как она? Ай-яй-яй. Это есть суровое наказание за пользование регистраторами. Ну и опять же, все современные гаджеты имеют GPS-маркировку для фото-видеоматериалов. И, естественно, не составило никакого труда залезть в этот файл и вытащить оттуда координаты. И оказалось, что согласно географических координат, это видео снималось примерно в 20 километрах от позиции вооруженных сил Украины. Это был тыл Донецка, города Донецка. То есть это все снималось на оккупированных территориях. Ну еще скажу так, что добавлю, что та символика, которая использовалась на автомобиле, вообще не подлежит никакой критике. Во-первых, часть этой символики мы не используем никогда, не использовали в течение вот этих уже второго года войны. А часть символики использовалась очень-очень давно. Поэтому это не может быть событиями 23 года. Так что если в идеологическом плане пропаганды Российская Федерация, да, надо отметить, это монстр. Но в составлении вот этих фейков про распятого мальчика еще, как они начали тогда криво-косо, так они криво-косо и продолжают. Каждый раз проколы. Про кровь жареных снегирей, что там еще было, очень много таких. И в очередной раз такой огромный прокол. Да ладно, едем дальше. Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в Североатлантический союз. Об этом сообщает Bloomberg. Но осталось слово за Турцией. Но Реджеп Эрдоган, выступая недавно вместе с президентом Финляндии, был визит совместный, и они делали заявление, и он сказал, что Финляндия сделала конкретные шаги для устранения обеспокоенности Турции, и поэтому турецкий парламент начал процедуру подготовки к ратификации вступления Финляндии в Североатлантический блок. Фактически это уже осталась только Турция. Как только Турция проголосует, Финляндия официально станет членом НАТО. Это последняя страна НАТО, которая еще не ратифицировала. Со Швецией, как отметил турецкий президент, со Швецией есть некие проблемы. И Швеция, как он сказал дословно, что Швеция до сих пор не сделала положительных решений. Так отметил турецкий президент. Я думаю, что со Швецией тоже вопрос будет решен, и скорее всего он будет решен до конца года. Но для нас, для Украины, на мой взгляд, Финляндия намного важнее, чем Швеция. Намного. Почему? Потому что у Финляндии граница чуть-чуть меньше нашей, с Российской Федерацией. И теперь Россия, увеличивает границу с НАТО. Если с НАТО брать дословно, то не считая белорусской границы, если брать границу со странами Балтии, то она ее увеличивает в разы. По сравнению с тем, какая была граница с НАТО и теперь какая будет. Кстати, армия Финляндии не самая слабая армия Европы. А теперь добавьте туда еще компонент натовский, который придет. В первую очередь противоракетная оборона там разместится. Во вторую очередь, я думаю, там разместятся подразделения ракетных войск или стратегической авиации. Так, чтобы подлетное время ракет до Санкт-Петербурга и Москвы было считанные минуты. Там очень-очень близко, как раз. И плюс, вы же не забывайте, у финнов есть, они их, правда, не высказывают, но тем не менее, территориальные споры, которые еще были в период Второй мировой войны, помните, да, отжатая Карелия,
Ну, я уже не беру там период 17 года революции, тогда еще там были захват финской территории. Вот. Так что, и несмотря что внешне вроде как выглядит все хорошо, но исторически, как Путин любит говорить, это же исторические земли, да? То почему бы финнам не вспомнить, что Карелия это что же исторически финская земля, а не российская. Так что вот Россия как бы за что боролась, на то и напоролась. Еще плюс 1000 километров. Отодвигала НАТО так интенсивно, что НАТО придвинулось еще на 1000 километров. Придвинулась к российской границе протяженностью в 1000, даже больше 1000 километров. Вот такой вот результат мудрой в кавычках политики вождя Российской Федерации. Далее, вот теперь хочу поговорить по поводу Авдеевки. Вот британская разведка дала такой довольно разлогий анализ и событий под Авдеевкой. И там вот то, что российские войска начали активные боевые действия, так вот британская разведка говорит, они сегодняшнюю утреннюю сводку, то есть это события вот вчерашнего, прошедших суток и там буквально предыдущих несколько дней назад. Так вот, британское министерство обороны, вот разведка британского министерства обороны посвятила сегодняшнюю утреннюю сводку обзору боевых действий вокруг города Авдеевка в Донецкой области. И о чем они говорят? Говорят, что они отмечают в сводке активизацию, да, что российские войска добились незначительных успехов, продвинулись на несколько сотен метров, даже не на километры. Имеется в виду, это южный фланг Авдеевки, там вот, где они сосредоточили основные свои войска. Так вот, пытаясь окружить Авдеевку с юга, российский 10-й танковый полк, вероятно, потерял большую часть своих боевых машин. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса. Помните, летом, да, они начали формировать 3-й армейский корпус. Мы его ждали. Потом сказали, что он частично заехал, потому что не могут набрать. Потом стали вот эта мобилизация, начали туда формировать мобилизованных. В конечном итоге, вот теперь видите, мы выясняем через британскую разведку, что 3-й армейский корпус воюет на Авдеевском оперативном направлении. И вот в результате начала активных наступательных действий на Авдеевку 10-й танковый полк 3-го армейского корпуса понес тяжелые потери, то есть в бронетехнике. Также британская разведка отмечает, что 3-й армейский корпус это первое крупное новое формирование, которое Россия создала для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года. Вот. Данные из открытых источников показывают, что в 3-м армейском корпусе существуют проблемы с дисциплиной и моральным духом военных. Военное формирование демонстрирует ограниченную боеспособность, отмечают британские аналитики. И вот потери 10-го танкового полка на южном фланге Авдеевки, вероятно, были связаны с тактическими ошибками, в частности с лобовыми атаками. Подобными потерями в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, вокруг города Угледар. То есть британская разведка хочет сказать, что, подтвердить, наверное, даже не сказать, а подтвердить то, что мы с вами знаем, что российские войска, как в том «Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет», они воюют как умеют. То есть они на Авдеевке повторили те же самые ошибки, которые были в Угледаре. И поэтому этот полк практически потерял боеспособность. На такой ущерб нанесли наши войска вот этому танковому полку. А танки, как мы знаем, это основная ударная сила, особенно в наступлении. Без танков особо не разгуляешься. Теперь следующее, что надо отметить, это
Мы помним новость о том, что Иран начал на регулярной основе поставлять дроны Российской Федерации. То есть никаких уже санкций никто не боится. И Иран в открытую поставляет, летят транспортники. И мы прекрасно понимаем, и разведки, и это и западные, и наши, подтверждают, что да, дроны из Ирана идут. Казалось бы, что ж может передать Иран, точнее Россия Ирану? А самолеты, я сразу сказал, что Су-35 они сюда не входят, потому что этот контракт заключался год назад, еще до вторжения. Летчиков готовили с апреля прошлого года, и сейчас они готовы, их передают вместе с самолетами. Су-35 появится сейчас в боевом составе вооруженных сил Ирана. Или корпуса стражи исламской революции. Посмотрим, куда. У них там две армии. Вот. Скорее всего, наверное, КСИР получит эти самолеты, и я даже могу рискну предположить, что они могут появиться в небе Сирии и будут пытаться отбивать ракетные удары израильской авиации. Так что не равен час могут столкнуться в небе где-нибудь в районе над Средиземным морем. Но это предположение. Это не факт и не гарантия того, что это может произойти. Так вот, Российская Федерация готова передавать Ирану все что угодно. Технологии в радиоэлектронной разведке, технологии в радиоэлектронной борьбе, в обмен на поставки дронов камикадзе. Россия сегодня готова отдавать Ирану все что угодно. При этом Институт изучения войны американский отмечает, что именно вот в области электронной разведки и в области слежки тоже Россия передает технологии Ирану. Кстати, Иран получил от России, есть предположение, что Иран получил от России технологии в области контроля информационного пространства. То есть тот интернет, которым пользуются жители Ирана, теперь будет контролироваться иранскими спецслужбами на предмет автоматической прослушки, записи разговоров и всего остального, выявления недовольных, оппозиционеров и так далее. Вот. Также иранские власти высказали заинтересованность в российских вертолетах и истребителях, а также ракетах дальнего радиуса действия. Я напомню, что у Ирана есть своя ракета на 700 километров. Но обратите внимание, Иран уже не спешит передавать свои ракеты России. Об этом вообще речи не идет. То есть Иран выкрутил руки России и в принципе сделал из России дойную корову. Все, что Иран пожелает, Россия готова отдать, только хотя бы получить дроны камикадзе. Уже речь о ракетах не идет. Хотите боевую авиацию, пожалуйста. Хотите боевые вертолеты, мы вам дадим. Хотите технологии в электронной разведке, да. В информационном шпионаже, пожалуйста. Вот. И при этом, вот смотрите, журналисты Wall Street Journal со ссылкой на неназванных иранских и американских чиновников говорят, что Иран согласился предоставить Москве ракеты ближнего радиуса действия, а также отправил танковые и артиллерийские снаряды. Ракеты ближнего радиуса действия, я так понимаю, это та ракета, которая летит на 500 километров, на 300 километров, извините, там 300 и 700, две ракеты. Вот, потому что 700 это уже считается ракета среднего радиуса действия. Вот, согласно номенклатуре договора. Но и то, что они боеприпасы отправляют, да, мы об этом знаем. И то, что они отправляют их напрямую через Каспий с помощью сухогрузов и барж, тоже мы это, к сожалению, знаем. Так что вот так вот Иран в обмен на вот такие небольшие, я бы сказал, небольшие подачки для Российской Федерации выжимает из России максимум технологий, максимум возможного. Далее надо сказать, что помните историю с португальскими танками, да? Сначала Португалия говорила, что нет, ничего не дадим. Потом, когда начало формироваться танковое лобби в формате конференции Рамштайн, Португалия заявила, что представитель Португалии заявил, что у нас есть 3 леопарда, мы их все 3 отдадим. Так вот,
Леопарды версии А6, Леопард 2 версия 6, это довольно хорошая версия, вот, уже находится в Украине. То есть Португалия выполнила свои обязательства и все свои 3 леопарда передали Украине. Так что наш парк пополнился еще португальскими леопардами. Ну, надо отметить, что техника приходит. Может быть, будут какие-то задержки, может, но в основном она идет по графику, как мы ожидали, конец марта, начало апреля интенсивно идет поставки бронетехники в Украину. Дай бог, чтобы это все выполнялось и было выполнено в срок и без больших задержек. Ну и сегодня сделаем коротенькую такую военно-политическую вишенка на торте. Вот она действительно будет такая новость. Государственный департамент, Госдеп Соединенных Штатов, это Министерство иностранных дел, так называется в США, поддержал создание специального трибунала для расследования преступлений агрессии России против Украины. Посол по вопросам глобального уголовного правосудия Госдепа США Бет Ван Скак. Вот такое вот заявление сделал Государственный департамент США. Они поддерживают и будут способствовать расследованию, а они много могут рассказать. У них все задокументировано ихними разведорганами. И если США сейчас начнут передавать эти материалы, это очень облегчит сбор доказательной базы по военным преступлениям Российской Федерации. Кстати, к этой новости еще дополню такой нюанс, что пока по неподтвержденной информации Международный уголовный суд готовит целую серию ордеров на арест российских чиновников и российских политиков. Так что будем ждать, я так понимаю, что вполне возможно, что еще на этой неделе мы начнем обсуждать уже новые фамилии, на кого выписан ордер, международный ордер на арест из состава российских чиновников или российских политиков. Кто возглавит список? Ну, пока не будем гадать на кофейной гуще, давайте подождем. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами услышим эти фамилии, с кого они начнут. В плане предъявления обвинений в совершении военных преступлений. Единственное, что тут начнут с военных или начнут с гражданских. Вот здесь как бы у меня есть сомнения. Думаю, что начнут с гражданских. Например, на мой взгляд, субъективный взгляд, я думаю, что следующий ордер должен быть выписан на главу Совета Безопасности России, это на Патрушева. Вот. Это было бы абсолютно правильно, потому что Совет Безопасности Российской Федерации способствовал точнее взял на себя львиную долю ответственности. Путин же трусливый по натуре, он же не хочет сам все подписывать, он все возлагает на коллективную ответственность. И вот эту коллективную ответственность берет на себя Совет Безопасности России. Именно этот совет там очень много решений Путина притворял в жизнь. Поэтому, это мое субъективное мнение. Может быть, Международный уголовный суд начнет с Шойгу и Герасимова. Вот, как непосредственных исполнителей этих военных преступлений. Ну, посмотрим, давайте немножко подождем и увидим результат. Я так понимаю, что там будет не один ордер выписан в ближайшее время Международным уголовным судом. Тем более, что даже Государственный департамент США поддержал создание этого специального трибунала и будет способствовать расследованию военных преступлений России в Украине. Ну что ж, вот такие вот военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. На этом мы первый раздел нашего с вами видео закончим. Я по традиции сделаю паузу. Те, кто не подписан, приглашаю подписаться. Те, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Тогда чем больше лайков, тем больше людей смогут увидеть это видео. И через некоторое время мы с вами продолжим.
А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответами на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Подскажите, пожалуйста, как происходит доставка боеприпасов, пайка и прочих необходимых вещей непосредственно в окопы? Ведь под обстрелом туда машиной не подъедешь, а бронетехники на каждый опорный пункт не напасешься, да и ее могут подбить. И вопрос второй, обратный первому. Как происходит эвакуация раненых с передка в тыл? Все происходит на бронетехнике, именно на бронетехнике, по-другому никак. Единственное, что бронетехника не едет, вы абсолютно правы, она не доезжает до самого окопа. Кстати, М113 наши бойцы прозвали такси на передок. За счет ее довольно неплохих характеристик в плане выдерживания или бронезащиты. Вот так правильно сказать. Смотрите, назначаются точка сбора раненого, куда раненых практически иногда на себе, иногда даже переносят на носилках, иногда ведут как могут, иногда просто даже методом перетаскивания собирает туда раненых. Это более-менее безопасное место, которое не простреливается, и туда может подъехать техника. Туда может подъехать либо машина, бронированная машина, либо может подъехать скорая помощь. Это тоже машины. И у нас, кстати, есть бронированные скорые помощи. Нам передавал и Люксембург, кстати, очень много передал. Надо отметить и отдельно поблагодарить княжество, что они передают именно такую специализированную технику. Ну и на этих же машинах, которые отвозят раненых туда, она не ходит по два раза. Она привозит, на этих машинах привозят боекомплект, привозят пополнение личного состава, привозят паек, сухой паек, на передке только сухой паек используется. Вот, и ротируют личный состав. То есть, когда надо поменять подразделение, то оно отходит. Сначала на его место привозят другое подразделение, они меняются в окопах, и те, кто уходит с передка, они садятся на эту же броню и едут уже в обратном порядке. Раненых, я уже объяснял, у них два этапа. Раненых, которых вытаскивают или выносят с нуля, с переднего края, их на сборный пункт, а потом сразу же их стараются доставить как можно быстрее на пункты стабилизации раненых, которые немножко в отдалении. Тут еще один может быть задействован этап перевозки. Перевозят вплоть до того, что на пикапах откидывают задний борт, укладывают раненых в кузов и везут на пункт стабилизации, где парамедики оказывают доврачебную помощь для стабилизации раненых, то есть останавливают кровотечение, закрывают раны или обрабатывают раны, первичка, и ставят капельницы для восполнения потерь крови. А уже потом санитарный транспорт вот с этих стабилизационных пунктов эвакуирует наших раненых уже в медсанбаты и в госпиталя, в зависимости от их состояния и стабильности. Вот. Но это вот промежуточный. А личный состав я объяснил. Но правильно вы говорите, что на передок в окопы никто не заезжает. Нет, все останавливаются в безопасных местах, которые менее простреливаются противником. Поясніть, будь ласка, куди летять 3-5 тисяч щоденних боєприпасів, якщо щоденне ураження цілі, що подають у зведенні танки, бронемашини, артилерія, близько 30-50 одиниць. Також ураження наноситься птурами, джавелінами, високоточними боєприпасами, реактивними системами залпового вогню, звичайно уражений особовий склад, але там теж кулі допомагають. Так що якось не сходиться, звідки такий величезний розхід боєприпасів, а також мале ураження цілей. Просветить. Дело в том, что нам с вами Генеральный штаб дает сводку о пораженных целях. И эти цели, раз они попали в сводку, значит они подтверждены, что да, мы это количество целей поразили. А сколько целей мы не поразили? А теперь смотрите, если предположим,
предположим, я просто вот пока скажу вам, это арифметика, это не, я не знаю точного количества нашей артиллерии, но если мы предположим, вот Российская Федерация использует 1500 артиллерии, где-то 1500-1700 стволов. Это данные там разведок, различных разведок, да, и они выстреливают 15-16 тысяч боеприпасов. Сколько на один ствол получается? Всего-навсего 15-16 снарядов на один ствол. Понимаете, о чем речь? А теперь смотрите, если каждая арт-система выстрелит по 15 снарядов, да, а теперь если стреляет Град, у него в пакете 40 штук. И Град, допустим, накрывает там взводный опорный пункт, но при этом потери противника могут составить всего-навсего 10-15%, не более того. Потому что Град не предназначен для работы по открыто расположенной живой силе. Но для того, чтобы подавить цель, что такое подавить цель? Это значит вынудить противника прекратить огонь. Или уйти с этих позиций. Вот это значит подавить цель. Так вот, для подавления цели может понадобиться целый пакет. Это 40 снарядов. Если это взводный опорный пункт, то знаете какая норма? Норма где-то начинается от 60 снарядов. То есть батарея, 6 орудий, по 10 снарядов, 4 беглым, 6 снарядов, там 10-15 секунд выстрел, огонь. Итого 10 на 6, 60 снарядов на один взводный опорный пункт. То, что вы его уничтожите, нет, вы его подавите. И вы можете нанести ему поражение максимум до 30%. Вот куда улетают снаряды. Если брать наши 6-7 тысяч и допустим примерно, что у нас 1000 артиллерийских систем задействовано в войне, то это 6-7 снарядов на ствол. Какое-то орудие сегодня не стреляет, а какое-то стреляет там 10-20 снарядов. А реактивные системы, опять же, залповые. То есть та же самая арифметика, поэтому снаряды улетают. А вы знаете, как пехота просит огня, да? Вот по пехоте работает пулемет. Что делает пехота? Они вызывают артиллерию, приданную артиллерию или поддерживающую артиллерию. Вызывают и говорят, вот такие-то координаты, работает пулемет. Надо его убрать. Что делает артиллерия? Артиллерия разворачивает 1-2 гаубицы и начинает молотить по этому квадрату. Попадут они в пулемет или не попадут, неизвестно. Но как только они начнут обстреливать этот пулеметный расчет, прекратит огонь и уйдет с позиции. Попадут, вообще супер, отлично. Заставят уйти этого пулеметчика с позиции? Да, но они потратят на него 5-10 снарядов. А сколько таких огневых задач пехота ставит артиллерии в течение суток? Вот вам и расход. Это мы еще очень скромно, мы еще в 3 раза меньше тратим, чем российская артиллерия. Мы еще пока о паритете не говорим. И, кстати, вот эти 6-7 тысяч снарядов, которые расходует наша артиллерия, сюда включаются и реактивные снаряды, и для тех же Хаймарс, кстати. И сюда же включаются высокоточные снаряды. Сюда не включаются птуры. Птуры это отдельная категория, она считается отдельно. Сюда же включаются танки. Если танки выполняют задачу, допустим, с закрытых огневых позиций. Выезжает 10 танков и по 5-6 снарядов валят по сосредоточению врага. Да? На дальности там 6-8 километров. Потому что не хватает артиллерийских систем. Так, 10 танков по там, 3-4 снаряда, это 30-40 снарядов. Улетели. Понимаете, о чем речь? Вот отсюда 1000 километров фронта. Это 6 снарядов на километр. Это вообще смешно. Плотность огня, для нас крайне мала. Если грубо брать. 1000 километров фронт и 6000 снарядов за сутки расход. 1 снаряд на километр фронта. О чем? Это ни о чем. Так что вот отсюда берутся такие цифры. И несмотря, вот почему я говорю, что мы перепишем все учебники, потому что нормы расхода снарядов надо менять. Или надо переходить к более дорогостоящим видам боеприпасов, это высокоточным и корректируемым боеприпасам, тогда цена вопроса возрастает. Вы правильно тут пишете, что проще, что дешевле. Следующий. Добрый день.
Добрий день. Маю до вас таке запитання. Чи можна зробити броню на танку чи будь-якій бронетехніці з збідненого урану? Дякую, слава Україні. Так она давно делается. На самых современных танках сегодня идет броня с объединенным ураном. И она считается очень прочной. Кстати, мы должны были получить, там даже были разговоры, вот то, что Соединенные Штаты обещали нам танки Абрамс, последние модификации, изначально шла речь о том, что они их будут выпускать на заводе и потом передавать нам. То есть мы получим новенькие с завода последнюю модификацию Абрамс. Потом пошли разговоры о том, что стойте, эти же Абрамсы оснащены броней с объединенным ураном. Поэтому сначала были разговоры о том, что завод якобы выполнит эти танки на обычной броне, без объединенного урана. А потом в Пентагоне приняли решение для ускорения передачи нам Абрамс, передать более старую модель, которая находится в вооруженных силах Соединенных Штатов, для того, чтобы ускорить передачу. И эти танки через несколько месяцев могут оказаться в составе вооруженных сил Украины. Вот. Но броня из объединенного урана — это уже реалии сегодняшнего дня. Все современные модели танков, все страны, которые занимаются танкостроением, все рассматривают варианты установки на свою бронетехнику, не только танки, на свою бронетехнику брони из объединенного урана. Следующий вопрос. Что если контратака украинских войск весной будет провалена? Какое развитие военных событий нас ждет? И как надолго это все может затянуться? И с какими последствиями? Ну, скажу так, что это тот самый худший вариант, который можно рассматривать на сегодняшний день. Если наша атака будет неуспешной, то нас ожидает Минск-3. И в этом случае это будет опять отложенная война, она все равно состоится, эта война, потому что обе стороны не достигнут своих целей, ни мы, ни противник. Путину сейчас очень нужна, кстати, даже по некоторым слухам, около кремлевским, иногда там можно послушать. Так вот, Путин, сейчас Лавров решает вопрос визита Путина в Анкару. И главная проблема организации визита Путина в Турцию — это получение гарантий турецкой стороны, что Путин не будет арестован на территории Турции. Путин хочет лично поговорить с Эрдоганом. Эрдоган сейчас никуда не поедет. У Эрдогана 14 мая выборы, президентские выборы. Ему надо их выиграть, эти выборы, для того, чтобы сохранить власть. Вот. Поэтому если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Путин хочет посетить Анкару, чтобы лично убедить Эрдогана выступить посредником и уговорить президента Украины Зеленского на Минск-3, на перемирие, на прекращение огня. Вот это вот худший вариант развития событий. Если наше наступление будет неуспешным, нам придется паузу брать, перегруппировываться и, соответственно, повторять это наступление. То же самое будет делать, к сожалению, Российская Федерация. Это, кстати, вот то, о чем говорил Петр Павел, новоиспеченный президент Чехии, что у нас есть один шанс на успех. И мы должны им воспользоваться правильно. Мы должны одержать победу на поле боя. Тогда мы победим в этой войне. Тогда у нас будет шанс закончить эту войну разгромом российских войск на нашей территории. На нашей территории, подчеркиваю, выходом на границы 1991 года, на государственную границу Украины. Если же успеха не будет, то тогда, к сожалению, затяжная война или вот такой вот очередной договорняк, который может иметь самые тяжелые, самые непредсказуемые последствия для нас, как для государства в дальнейшей перспективе. Здравствуйте. Вопрос. Беларусь, когда получит ядерное оружие, становится законной целью для НАТО, для нанесения ядерных превентивных ударов. Не только ядерных.
Я, кстати, вчера я об этом говорил, я поздравил, так, в кавычках поздравил белорусов с тем, что с перемещением, не Белоруссии передаются ядерные боеприпасы. Россия ни в коем случае не будет усиливать Лукашенко. Потому что Лукашенко потом это ядерное оружие, он очень хитрый парень. Он в очередной раз обведет Путина вокруг пальца, Путин останется в дураках. Как уже 20 лет он его водит по кругу, как в цирке на арене. И Путин все бежит, думает, что он бежит вперед, а на самом деле его Лукашенко за поводок по кругу водит, как в цирке, с союзным государством, я имею в виду. Так вот, Лукашенко настолько хитрый парень, что если Путин передаст ему это ядерное оружие, потом Лукашенко продаст Западу это ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и сохранения своей власти при минимальных, допустим, демократических преобразованиях в Беларуси. Это, я не исключаю такой вариант. Зная, видя поведение Лукашенко, как он выкручивается из самых, там, казалось бы, все, вот Путин его, уже зубами вцепился ему в горло, зажал в угол, что все, сейчас Лукашенко подпишет союзный договор. А нифига. 20 лет нифига. Понимаете? Поэтому никогда Путин не передаст. Никогда. Путин затащит российское оружие, как он сказал, по принципу НАТО. Хотя Беларусь не подписывала никогда договоренностей таких, что да, они в Конституцию у себя прописали, они изменили, что могут быть ядерное оружие. Вот. Но там не сказано про то, что это иностранное ядерное оружие. Ну да ладно, в принципе, бог с ними. Раз написали в Конституции про ядерное, вот они получили. Базу военную предоставили, потому что без отчуждения территории никто не повезет ядерное оружие на чужую территорию. Это значит, база либо в долгосрочной аренде, либо с передачей на этой базе будет действовать юрисдикция России. Россия будет ее охранять. И да, Беларусь попадает, я уже вчера это говорил, и еще раз повторюсь, что поздравлял в кавычках белорусов с тем, что Беларусь теперь будет включена в список первого удара НАТО. Не обязательно это может быть ядерный удар, это может быть и удар конвенциальным оружием, то есть обычным, но в случае конфронтации или вооруженного конфликта с НАТО, поверьте, первый томагавк влепится вот в этот бункер, в это хранилище, в котором будут лежать ядерные боезаряды, чтобы ликвидировать угрозу применения этого оружия по территории стран-членов НАТО. Будет это ракета противобункерная или это будет ракета с ядерным боезарядом, допустим, средней мощности, для того, чтобы вывернуть этот бункер наизнанку. Так что это уже белорусы могут садиться и начинать гадать на кофейной гуще, какая она будет. Но вот Лукашенко им сделал такой, в кавычках я бы сказал, подарок. Беларусь теперь в списке первого удара. Тем более, что непосредственная близость, границы с НАТО. Вот. А НАТО себя обезопасит в первую очередь. Поверьте, в ближайшее заседание начальников штабов стран-членов НАТО будет решен вопрос о включении Беларуси. Они же точно знают, где это все находится. А я не удивлюсь, что это находится недалеко от Минска. Где-нибудь там в районе какого-нибудь аэродрома, чтобы можно было еще и воздушный коридор организовать там, и так далее и тому подобное. Так что вот такая вот ситуация с этим ядерним оружием. Скажіть, будь ласка, чому почали так сильно обстрілювати Сумську область авіацією і шахедами? Дякую за відповідь. Я в оперативной обстановке этот вопрос осветил. На мой взгляд, авиацию подключили, потому что нехватка артиллерийских боеприпасов. Ну и плюс они хотят увеличить глубину воздействия, потому что все-таки ракеты могут, видите, до Житомирской области долетать, которые пускает российская авиация. И второй момент, Сумы на сегодняшний день самый короткий путь на Киев. Таким образом они как бы создают косвенную угрозу якобы подготовки похода на Киев. Но при этом ударную группировку они не формируют. Но удары по объектам в Сумской области наносят.
Олег Владимирович, привет вам из Казахстана. Скажите, пожалуйста, как в свете позиции о международно признанных границах оценивать территориальные претензии Японии к Российской Федерации, а именно в вопросе Курильских островов и юга Сахалина? Насколько далеко готова зайти Япония в этом вопросе? Жителей Российской Федерации просьба воздержаться от комментов с оскорблениями, а внимательно прочитать вопрос еще раз. Смотрите, дело в том, что вот в свете именно законно признанных границ, то Советский Союз имел наглость воспользоваться слабостью Японии. В момент подписания капитуляции советские войска просто фактически оккупировали Курильскую гряду. Фактически. И застолбили за собой эту территорию. Вот и все. А так как Япония по условиям капитуляции не имела права иметь вооруженные силы после Второй мировой войны, Советский Союз вытворял там все, что хотел. Сейчас этот вопрос, кстати, Япония в результате этого наглого захвата территории, Япония отказалась подписывать мирный договор с Российской Федерацией. Если брать де юре ситуацию, то Япония сегодня находится в состоянии войны с Россией. И Россия, как правопреемница Советского Союза, находится в состоянии войны с Японией. У них нет мирного договора. Япония неоднократно поднимала этот вопрос. Ну, понятно, когда был Советский Союз, этот вопрос даже не поднимался. И его старались избегать обе стороны, потому что торговля все равно кое-какая шла, хотя очень вяленькая Японии и России. Но тем не менее. А вот уже когда развалился Советский Союз, то Япония сразу же подняла вопрос о возврате Курильских островов. Они, кстати, даже очень, я бы сказал, японцы по этому самому очень лояльно отнеслись к территориальному вопросу. Они не стали говорить про Сахалин. Они и даже не стали говорить про всю Курильскую гряду. Они назвали только 4 острова, которые бы они хотели вернуть. Но и Ельцин пошел навстречу. Если кто-то забыл, то я напомню, что Ельцин активно рассматривал этот вопрос и пошел на уступки. И Ельцин обещал начать процесс передачи 2 островов, постепенной передачи под юрисдикцию Японии. Но не сталося не так, как гадалося. Пришел Путин и сразу же это дело заморозил. А сейчас, когда Япония начинает задавать вопрос Российской Федерации, что подождите, а когда же будем решать вопрос территориальный и спорный, и когда будем подписывать мирный договор? На что Путин ответил тем, что впервые за всю историю современной России, новейшую историю современной России, вооруженные силы Российской Федерации в лице Тихоокеанского флота провели учения с высадкой морского десанта на Курильские острова. Вот, кстати, та бригада морской пехоты, которую мы там рвем на части под Угледаром, 155-я, вот она сначала провела учения с высадкой на Курилы, а потом была переброшена сюда, в Украину, для участия в этой позорной захватнической войне. Вот так вот отвечает. Россия сразу же показала зубы Японии. Кстати, я думаю, что именно это и подтолкнуло Японию в то, что у нас есть общие проблемы с Российской Федерацией, с Японией, и Япония стала так активно поддерживать Украину. Да, пока что вопрос вооружения не стоит передачи со стороны Японии, но тем не менее гуманитарная помощь, финансовая помощь, экономическая помощь от Японии идет полным ходом. И Япония, как член Большой Семерки, проявляет к нам очень большой интерес. Кстати, на последних самых крупных учениях НАТО в Украине, буквально за год до начала вот этой активной от этого массированного вторжения российских войск в Украину, Япония приняла участие в этих учениях. В качестве, они прислали своих наблюдателей, и таким образом они принимали участие. Их флаг развивался на командном пункте учений, которые проводились в Украине с привлечением различных. Там было 32 страны участники.
этих учений, в том числе была и Япония. То есть они нас полностью в этом вопросе поддерживают, и в надежде, что даже кто-то пошутил из политологов, сказал, что Японии, очевидно, решили, что если они нам помогут здесь надавить и освободить свои территории, то может быть там на востоке что-нибудь отвалится, и они вернут себе острова. Ну, это такая, будем говорить, политическая шутка. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Ну что ж, мы, наверное, на этом вопросную часть с вами на сегодняшний день закончим. И у нас остается заключительная третья часть. Это ответы, точнее пожелания, комментарии и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И вот первый комментарий будет по поводу ракет «Скат». В выпуске от 27.03 вы отвечали на вопрос о ракетах «Скат» и допустили ряд неточностей. Во-первых, иракские ракеты летели минимум на 600 километров, что было достигнуто путем существенного снижения веса боевой части, иначе как бы они добили до Тель-Авива с иракско-сирийской границы. Во-вторых, ваш этот американский генерал соврал о том, что ни одной ракеты сбито не было. Сбили около половины всех ракет. Все это происходило лично у меня над головой. А детонации самой первой ракеты в нашей квартире стекла не вылетели. Осколки сбитых ракет тоже причинили немалый ущерб. Как только приехали Patriot, стало немного легче. Сначала эти комплексы обслуживали американцы, а потом обучили израильские расчеты и оставили нам 2 батареи. Именно с этого момента началась разработка израильской системы ПРО, проект Arrow. Смотрите, у каждого, конечно же, свои источники. Я пользуюсь теми источниками, которые есть в Украине, которые были доступны нам, когда мы анализировали эту войну еще вот в составе, допустим, Главного управления ракетных войск и артиллерии. Во-первых, да, они пытались разработать ракету с дальностью 600 и 550 километров и 850 километров за счет уменьшения веса головной части. На 500 километров она должна была лететь в случае уменьшения в 2 раза, то есть с 1 тонны тротила до 500 килограмм. Вес головной части уменьшали. Но эти ракеты были не серийного производства, это были единичные случаи. До Израиля они доставали с территории Кувейта, делая пуски, эти снаряды. И Патриот не мог сбить, вот даже по вашей информации есть неточность в том, что вероятность сбития, на тот момент это ПАК-2 версия была. Так вот, коэффициент сбития баллистических ракет, а СКАТ относится именно к баллистической ракете, для ПАК-2, для Патриота в версии ПАК-2 составляет 0,3-0,4%, точнее 0,3-0,4 составляет коэффициент, то есть 3 ракеты из 10 при условии отсутствия помех. Понимаете? То есть это уже не может быть сбита половина из всех летевших ракет. Поэтому я не хочу оспаривать ваше мнение или вступать там в полемику и спор, но по вот данным, которые есть или были в Украине на момент окончания этой войны, вот, то у нас вот такая вот информация. И, кстати, комплекс ШАД был разработки начаты именно потому, что Патриот не справился с противоракетной обороной от комплексов СКАД. И противоракетная оборона на комплекс Патриот была возложена лишь частично. Там всего лишь радиус был тогда, смотрите, 20 километров радиус при высоте цели 12 километров. Коэффициент по КПД 0,3-0,4%. И вы хотите сказать, что 2 батареи Патриота сбили половину скадов, а 169 пусков было сделано по территории Израиля, в основном по северной части Израиля. Потому что дальше ракеты не доставали. Поэтому у каждого свое мнение. Каждый обсуждает ту информацию, которую вы поделились, я ее озвучил, видите, как альтернативу. Ну а остальные, кто очевидцы, что у вас нарвалось над головой, я же не спорю.
Может быть и ракеты «Скат», может быть их кто-то из... Хотя на излете ракета имеет наибольшую скорость. У нее скорость больше 1000 метров в секунду. И на излете, сегодня на излете современный Патриот фактически не берет ракету, он берет ее на траектории, точку встречи, перехватывает. Вот. Так что очень много нюансов. Но, тем не менее, я озвучил ваш вариант ответа на тот вопрос по скану. Слава Україні! Все буде добре, перемога за нами, бо ми на своїй землі, а вороги загинуть по-любому, як би вони не старалися. Наші хлопці герої, і ми молимося за кожного і просимо Бога, щоб це все швидше закінчилося. Перемогою! Слава Україні! В Волгограде начали опрос о референдуме за переименование в Сталинград. Это тот самый Волгоград, который недавно утонул в фекалиях из-за воровства при прокладке канализации. Живя в говне, думать о прославлении людоеда – это и есть современная Россия. Ну, вот так вот. У гладкоствольных пушек ресурс выше, чем у нарезных. Одна из причин перехода на них у танков, тем более при стрельбе прямой наводкой. Разница разброса между ними небольшая. Ну и скорость, конечно, у гладкоствольных выше. Не тратится энергия энергия на раскрутку снаряда. Ну, не соглашусь опять же с вами, выскажу свое мнение. Дело в том, что почему тогда, если вы говорите, что гладкоствольные пушки сильнее нарезных, то тогда объясните мне, почему у танка настрел 600-800 выстрелов, а у гаубицы от 3 до 5000. Вот вам встречный вопрос на то, что гладкий ствол сильнее, чем нарезной. Прочнее, точнее, чем нарезной. Ви дещо помиляєтесь, що з території Білорусі не наносилися ракетні удари. Я мешканець Гостомеля, і у кінці минулого року прямо над моєю квартирою верхній поверх багатоповерхового будинку з північного заходу на Київ прилітали ракети з характерним свистом. Мінімум тричі тільки я особисто зафіксував. Було гучно, але менше секунди. Вікна і стіни здригалися. Ну, я уже объяснял в оперативной обстановке, я объяснил вот этот эффект, что если вы их слышали и видели, то это были крылатые ракеты. Они летят с дозвуковой скоростью, потому что баллистическая ракета летит со сверхзвуковой скоростью. И сначала она взорвется, а потом вы услышите звук. Вот. А крылатые, да, они летят на скорости где-то как самолет 800, но крылатые ракеты программируемые. И могла быть заложена программа таким образом, чтобы они заходили на цель, ну, в частности на Киев, если вы говорите, что они летели через Гостомель, с той стороны, с которой их меньше всего может заметить ПВО. Они что же вычисляют районы развертывания нашего ПВО? Мы их постоянно меняем, но они все равно постоянно пытаются анализировать и создать какую-то систему в развертывании ПВО при отражении ракетных атак. Поэтому крылатая ракета может залететь так же, как и шахед, с любой стороны на Киев. Это не факт, что она была выпущена именно с того направления. Просьба, озвучьте, пожалуйста, Новая Каховка, ПГТ Днепряны. Там за селом Ангары, это название села, нет, это не название. Там за селом Ангары с зерном. Есть за ними водонасосная башня и дом между ними. Подвал, в нем российские солдаты находятся. Информация от местных жителей. Спасибо большое. Надеюсь, те, кто нас слушает с генерального штаба, и примут эту информацию к сведению, что между ангарами с зерном и водонапорной башней есть здание в районе села, еще раз повторю, чтобы не ошибиться, Днепряны. Точнее, ПГТ Днепряны, извините. Вот там оборудовано место жительства солдат российской оккупационной армии. Ну что ж, пожелаем нашим химарсам найти это место и не ошибиться. Салам из Казахстана. Слава Украине. Дай Бог вам победы. Мы все за Украину болеем.
Иногда трудно читать, потому что люди с другого языка пишут с грамматическими ошибками, и вроде текст знакомый, но когда начинаешь читать слово, то иногда приходится задумываться, как правильно поставить падеж в том или ином слове. Привет из Калифорнии. Желаем всем скорейшей победы над русско-фашистскими захватчиками. Весь миролюбивый и прогрессивный мир всего человечества с вами. И поддержка, и помощь вам в назидание в нашей борьбе с путинским фашизмом в лице нацистской России. Слава Украине и ее героям. Слава Господу Богу и украинской нации, что возродилась как феникс из пепла и встала на защиту всего адекватного мирового сообщества и всех адекватно мыслящих людей на земле. Ну и в завершении вот такое вот пожелание. Коли ж вони втомляться навіки, як хочеться, щоб усі їхні ракети поверталися в їх бік. Ніколи ці гади не зломлять нас. Ну вот на такой оптимистичной ноте мы закончим с вами сегодняшнее видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, кто не подписан, приглашаю, подпишитесь. Не забудьте включить уведомления о новых видео на моем канале, чтобы вы своевременно получали об этом уведомления и смотрели эти видео в оригинале. Поставьте лайк, те, кто посмотрел это видео, чтобы его могли увидеть и другие люди, и чтобы их было как можно больше. Большое спасибо и благодарность спонсорам и тем, кто помогает каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога наша, слава Україні!